В открытом грунте кто-то устраивает, кто-то не устраивает, ну как обычно. Как всегда, идет испытание на Да, собственной если мы земле. успокоимся, значит можно уже умирать. Умирать еще рано. Нужно испытывать Ну, новые нет, сорта. конечно, да. Конечно. Смотрите, друзья, красная ниточка. Этот человек уже приедет и купит эту гроздочку. Байконур в открытом грунте, 3-й годик. Люблю я тоже нагружать кустики на 2-й год. Я, Так же, как и вы, я да. не из-за любви. Если бы я срезал хоть бы 2 грозди, они бы пошли в жир. Имя мое Петр Антонович и фамилия Кишеня. Живу я в деревне Старина. Это Челябинский район, близ Смилович. Примерно 30 километров на восток от Минска, в сторону Могилева. Участок 31 сотка, виноградник занимает примерно, ну, где-то 10, так уж точно я не замерял. Есть молоденькие, есть шестилетки, то есть мой стаж примерно 6 лет. Сколько кустов больших, Антонович? Больших? Плодоносящих которых? Где-то 80. Ого, это уже много. За 6 лет 80 остальные кустов. кустики, кто на сигналках, кто на молодежи. То есть всех где-то 110 кустов. Вот, поэтому кто-то в парнике, кто-то в открытом грунте. Теплица большая у вас? У меня их 2. Одна вот, это арочная, так сказать, поликарбонатная, 10 метров на 3. Вторая 24 на 8. Ну, не мелкие теплицы. Потом, друзья, посмотрим. Все обязательно посмотрим. В 2 тепличках у меня 40 кустов на данный момент. Хорошо, Петр Антонович, давайте покажете нам красоту, а мы покажем моим подписчикам, какая у вас растет красота, какие сорта. Хорошо, давайте И формы, попробуем. гибридные формы. Друзья, подходим к первому кусту, первому роду, и нам Петр Антонович расскажет. Это юбилей Кострикина, мой любимчик, вернее, один из любимчиков, беспроблемный, урожайный. Может быть, кто-то его за вкус и не приветствует, но меня устраивает, а главное, люди, которые его кушают, их тоже очень устраивает. Ну, Тасон, вкусняшка, известная всем, но меня не устраивает, он не всегда стабилен по болезням. Поэтому я не могу его в любимчики. Антонович, применяете ли гибереллин? Пока нет. Гибереллин я применил на плотных гроздях впервые на выдвижение. Впервые. Это на кишмишах. Это тот самый Августин. Дальше, друзья, Августин. Беспроблемный абсолютно. Единственное, обязательно перед смыканием гроздей свич. У него есть плодовые гнили, поэтому... По ягоде, да. Да, У по меня ягоде. был Августин, и гнили я подтверждаю Антоновичу, что гнили ягода держит. В этом году Надо дополнительно делать нет. обработку от гнилей. В этом по году ягоде. проблем нет. Друзья, сейчас подходим к гибридной форме. Очень приятно будет про эту форму рассказать. Дело в том, что уже оригинатор определился с названием. Это Алексея Первого, его форма 1.6. И наконец-то ему огласилось название этой формы. Полесская красавица. Мы очень рады, поздравляем Алексея с названием, с выбором. Это 3 года он думал, как ее назвать, но она реально красавица и реально наша белорусская полесская. Это 2-й годик, это сигналки, вот столько она набросала. При не очень приятном раскрытии в этом году зимнего укрытия, но уже вот какой-то вкус уже можно определить. Здесь буквально недельная готовность. Сила роста нравится, устойчивость меня устраивает абсолютно. Смотрите, лоза уже желтенькая. При стандартных обработках. Да, желтеет. Знаменитый Сыграла. семи сорт Алешенькин. Смотрите, друзья. Чистенькая ягода, желтенькая, спелая, растет.
не болеет. Щипать уже можно. Уже Антонович сказал, что Ниточки кушает. завязаны. Это Аладдин. Аладдин, да. Листик не убираю, чтобы ягодка не стала рыжей. Я хочу, чтобы она была немножко с розовиночкой. Если убрать, она порыжеет. Я у себя срезал, но у меня розовеет ягодка. Вот. Сейчас Она покажу. на солнышке, и получается она рыжеет. А так, здесь, конечно, вот уж мой любимчик, так из И я любимчиков. люблю Аладдин. Очень вкусный. Никогда, ни разу он меня не подвел, ни разу. То же самое И самое, вкус. подтверждай. Гарольд. Гарольд посадил, и я, друзья, Гарольд. Гроздочки он дает небольшие, да? Гроздочки небольшие, Но по- суть не в этом, у него другие достоинства. По 2, по 3 грозди на лозу тянет. У него другие достоинства, у него Рассказывайте. вкус. Вкус. О, да. У него мускат, такой какой-то свой, особенный. Я знаю, толмач Виталий даже пробовал из него вино. Получилось очень хорошее мускатное вино. Я так догадываюсь, что это кишмиш Велес. Да, ну в этом году он у меня здесь некрасивый. Но зато он Ну вкусный. он, да, но он ближе к созреванию, чем в парнике. Он вкусный. Здесь солнышко очень большое достается ему, поэтому он... Как по болезням, Велес? Ну вот при стандартах я не вижу на нем ничего. Сколько делали обработок за сезон? Перед цветением раз, Ну, стандартно. да. После цветения, и у меня получилась обработка 2 августа. То есть это квадрис, то есть сроки уже вышли. Друзья, подошли к еще одному кусту, и селекционер здесь тоже белорусский наш, пинчанин Сергей Рудаков, и его форма Натали. Ну или Наталья, все-таки Натальи как-то есть. Но вот могу обратить внимание, человек уже ее в прошлом году как бы дегустировал и уже забронировал, он навязал ниточку красную. Сейчас я приближу. Смотрите, друзья, красная ниточка. Этот человек уже приедет и купит эту гроздочку. Настолько ему понравилось. Вот прямо Две. со всего побега это все его. Понравилась эта форма. Что по треску? Я не видел треска. Вот в прошлом году я треска не видел. То есть в прошлый год у нас был трескучий. Но вот я не видел треска. Как он себя ведет в ваших условиях? Я думаю, великолепно. Ему У здесь меня нравится. нет никаких претензий к нему. Потому что, смотрите, друзья, сами. Гроздочки здесь все, я думаю, 1,5 до 2 килограмм. Очень крупные. Уже окрашивается, размещается ягода. Наверное, еще недельку, и он будет тоже готов съедобен. Кишмиш Яся, пришлось ее обработать на выдвижение по соцветиям. Она немножко стала подвижнее. А так была как кукурузные початки. Изюм из нее просто замечательный, супер какой-то сладкий. Его даже вот если поесть этот изюм, ну надо с водой, мне кажется. Вот, да. Потому что приторно-сладкий, да? Очень сладкий. Нужно разбавлять с водой. Ну, тем не менее, если вот пользовать там в какие-то булки, так я не знаю, ну, Но можно меньше сахара. на изюм будет супер. Да, изюм просто шикарный, она этого, без косточки вообще. Это Мадонна. Очень нравится мне эта форма. Просто чудненькая, очень сладкая, немножечко, ей неделю. Лоза зреет стабильно, болячек никаких. Ну, пасынки, ну, это обычное дело, мне кажется. Ну, и все. Единственное, надо чеканить, иначе она... Вот я уже 2 раза ее чеканил. Она до земли и по 2 раза. Выбрасывать длинные Вот. побеги. Да, да, да. Очень она сильно рослая. Ее не надо сдерживать, не надо нормировать, потому что она просто... Не нужно работать с гроздями. Грозди рыхлые, я вижу. Да, 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 да. Абсолютно нормально. Вот это Абсолютно. очень хороший показатель, потому что когда Ягодка плотные крупная и гроздочки, очень сладкая. очень много занимает времени, очень. Мадонна. Друзья, этот куст даже представлять, я думаю, не стоит. Все прекрасно его знают и узнают. Это сорт Преображение. Смотрите, какие классные грозди у Петра Антоновича. На 2 плоскости. Он говорит, что здесь у него тенек, затенение и окрас еще лучше окрашивается в теньке, нежели на солнце. На солнце потом еще один куст есть, тоже нам он покажет. Смотрите, какие красивые гроздочки, какие крупные ягодки. Вот моя рука, палец, смотрите, с палец. Преображение. Очень красивая форма, урожайная.
всегда всем рекомендовал высаживать на своих приусадебных участках. Дальше у нас кишмиш гелиодор. Посмотрите, какая нагрузочка на солнышке. Ягодка еще чуть-чуть тоже ей осталось. Набрать сахарку попробовали. Вкусная, сладкая, но еще не то, что бы хотелось. Смотрите, друзья, Мускатика нагрузку. еще не хватает. И мускатика не хватает, да, мускатика еще нету. На две плоскости, как я уже говорил, все в двух плоскостях. Смотрите, Вторая какие плоскость. огромные грозди и большие ягоды у гелиодора. У меня, если вы помните, я тоже показывал, такая же гроздь, красивая и большая. Дальше, друзья, моя любимица, Прима Украины. Опыление у Петра Антоновича как бы неплохое. Тоже там на две плоскости. Сейчас приближу. Вкусная ягода. Мускатик есть. В открытом грунте. Кстати, меня много кто интересовался, как она ведет себя в открытом грунте. Вот смотрите. Открытый грунт. Вот такие килограммовые грозди. Крупные. Ягодки, что шарики. Тоже работаем надо, правда? Красивая гроздь. Вкусная ягода. Хорошая нагрузка. Байконур в открытом грунте. 3-й годик. Здесь я не пожадничал, оставил по одной гроздочке. И вот он, ну как бы, он и в прошлом году меня порадовал, но в этом, я думаю, еще лучше порадует. Уже окрасился. Ягода размягчилась. Красавец. Да, он как-то вот у меня, я, наверное, считаю, что он у меня тоже войдет в любимчики. И будет одним из фаворитов. Новичок. 2-й год, 2 сигналочки, ничего не обрезал. Вот не знаю даже, как эту дурю держать. И пасынки оставляю, и сигналки. Сила роста громадная. Да, просто громадная. Ягодка была маленькая. Как только начал краситься, сразу просто он ее надул. Надулась И ягода. продолжает дуть. Она увеличивается, Это ж увеличивается. хорошо, Антонович, когда ягода дуется. Да, просто я вижу, что наш товарищ. Никаких вообще ни по болезням, ничего. Это румба. Вот, румба. Сначала нравилось, потом не нравилось, и все-таки, наверное, остается. И опять понравилось. Да. Это хорошо. Наверное, остается. У меня потому тоже растет. Пока я как бы доволен румбой. Пока не собираюсь. Вот, ягодку при полной зрелости красивая, даже не маленькая. Ну да. По вкусу она тоже хороша. 2 Юпитера. В этом году Юпитер. я напортачил полностью. Хотя ягодка уже съедобна, абсолютно. Меня еще нет. Дай-ка я оторву, чтобы кто-то убедился в съедобности. Спасибо. Пожалуйста. Вкусная Вкусно. ягода. Очень, друзья, вкусная. Знаем. Остатки юбилейного Черкасска. Ну, этой стройки Крайнова. Реально остатки вот в таком виде и вот в такой. То есть отбиваю хотя бы повязанные грозди, отбиваю от желающих. Преображение 3-й годик. 2-й куст, друзья, вот это. Да, он на более солнечном месте. Вот у него такой окрас. Сегодня уже выманили у меня одну гроздочку с него. Вот. Так что, ну, очень. Ему здесь больше нравится на солнышке. Донские зори. Не сразу я его заполучил. Вот, как бы, но сейчас я очень доволен. Меня Урожайность устраивает. хорошая. Да, урожайность хорошая. Ничего не нормировал. Ничего. А что по вкусу? По вкусу у него будет мускат. У него уже есть мускат, но мало сахарку. А сроки ранние? Нет, не очень. Поздновато Ему 2 еще. недели, как минимум. Вот. Но лоза уже начинает вон, менять цвет. Мне это тоже нравится. Сроки за 120 дней или раньше? Где-то 120. Не за. Белоснежка. Первенький урожайчик такой. Сигнальные грозочки. Ну, мягко говоря, сигналочка была Трехлетка такая. кустик.
Да, трехлеточка кустик. Была, я ее даже не помню. В прошлом году, что там и по вкусу было. Ну, чуть-чуть. Недельная готовность, нравится, лоза зреет, болезней нет. Мускатик. Очень такой насыщенный сахар по готовности. Вот я тут дерну, и вот она с каждым днем все слаще и слаще. Посмотрим ВВ3. Были комментарии там в этой переписке в чате. Ну вот, если сравнить ВВ3 и Эстер, разница налицо. Смотрите, друзья, нагрузочку. Этот кустик 3-й год. Это 3-й год такая нагрузка. Да. Офигеть. 2 куста, Вот друзья. что делает ВВ3. Лоза зреет. Грозди большие. Лоза, смотрите, уже Следующий кустик. поднимусь 5 лет. повыше. Лоза где-то метр точно вызрела. Дальше вот эта граница 5-летний куст. Это 5 лет, да. Оставлено по одной грозди. Вот это нагрузка, я понимаю. Друзья, сейчас зайдем в одну из тепличек. Хочу вам показать ее снаружи. Это обыкновенно как бы под заводскому размеры теплицы. Единственное, что сверху стоит многолетняя пленка. Сейчас зайдем и посмотрим нагрузочку такой, можно сказать, даже и маленькой теплички. Ох, какая красота-то! Какая нагрузочка! Что это такое интересное? Вот это красивенькое, это набирает объемчик Марсела. Не знаю такое, если честно, вообще даже не слышал. По-моему, капелюшного форма. Ну, вот какая нагрузка. У. Оставлена строго по одной грозди. Было я как-то психанул. Ну, не психанул, сглупил. Оставил 2 и только навредил. Вот. Смотрите, смотрите, какие красавцы, какие гроздочки. Ягодка крупная. Ну, здесь 2 кило, это за уши только. 100%. Да. А вот это вот зелененькое, это ланселот. Но он поздноватый. Он немножко поздноват, поэтому и Ланселот. в парничке. Не Вот. тесно им тут, Петр Ну, Антонович. Я скажу больше. Такой парник винограду вообще не годится. Вот от слова совсем. Винограду нужно пространство. Да, ему нужен объем помещения, простор. Вот в другой тепличке мы посмотрим, может что-то лучше увидим. Ну, показывайте, что там дальше. Вот это Антоний Великий. Так, это который с У него завинкой? тоже- Вот он, прямо. Вот он. Вот. Здесь смещенная зона плодоношения. Антоний Великий. Да, здесь плодоносит над головой соседнего куста. Вот такой экспериментик я сделал. Какой эксперимент? Обычная формировка. Ну да, Но со смещением. она оправдала себя полностью. Для таких нагрузок полностью. Дальше. Снова Марсела. Вот же он снова смещение здесь. Это один же тоже куст, только левый рукав. Да, только левый рукав. Он Вот, друзья, смотрите, какая она. А сколько лет Марсела? Все, это посадка 17-й год. 5 лет. И что здесь у нас? Здесь вот кусочек Антония, а дальше идет ХЗЧ. Выяснить мы не смогли, кто это такой. Вот. Это вот это ХЗЧ. Да, вот это ХЗЧ. При полном созревании просто сказочный. Лоза вызрела почти до конца. Вот. Друзья, может кто знает, то подскажите. Вот такая ягода. Муската нет. Сладенькая, красивая Вот такой ягодка. листик пятипалый. Лоза уже вызревает. Любит подгорошить. А, у него, походу, женский цветочек. Женский тип цветения. Может быть с горошением И цветения. вот вызревание лозы. Лоза уже готова. Дальше, друзья, кишмиш лучистый. Лучиками его называют еще по-другому. Красивых гроздей у меня не получается. Вот что получается.
Ничего Да, не у него делать. как бы такие громадные, когда вот они смотришь у в меня- интернете, гроздочки. Но Явно нет проветривания, он плохо опыляется. Почему? все может быть, теснота, тесно, пыление может быть похуже. Может быть за это. Что у нас здесь такое зелененькое? Талисман. Талисман. Ждать его очень Раз- долго. Раздуются вот такие шарики. Они еще больше потом станут. Вот здесь вот есть гвоздь с такими шарами. Вот. Так, это левая еще сторона лучика. И сейчас подойдем еще крыло этого талисмана. Сейчас покажем. Ох, смотрите, какая ягода. Грамм уже под 25, наверное, будет. Ну, не взвешивал ни разу, но почему-то он у меня очень поздно. Очень поздно. От слова совсем. Но успевает до заморозка? Да, успел. Потом акризомата. Ягодка красивенькая, но меня не устраивает его нестабильность по урожаю. Может Из быть, года я... в год меняется, да? Да, может быть, я не справляюсь. Я не могу этого сказать. Но в прошлом году было плохое вызревание лозы, и мне пришлось оставить такие длиннючие рукава, а толку не получилось никакого. А это кишмиш Кеша. Кеша, кишмиш. Похож на 342, что по ягодке, что по форме. Да, он Что по абсолютно размеру. готов 100%. Уже с такой золотинкой, Да. бачок золотой, Просто ждал красивый. Юру для съемки, а так он бы уже был в сушилке. Уже сушился. Вот, друзья, специально для меня оставили. Да, Очень то есть приятно. Жена Я- сказала, я вам- завтра срежу. И я вам покажу, что вот такие вот. Урожайность, хоть гроздь маленькая, хоть ягодка маленькая, но урожайность супер. На изюм покушать, как я говорю, как семечки пощелкать, Резина тоже очень само сладкий, очень, то. очень. Это забава или черная лора. Вот. Готовность неделя. Буду очень рад, если не будет дождя, и она не треснет. Склонна к Да, потрескиванию. да. То есть, если до дождя не успел ее как-то оприходовать, то все, можно попрощаться. Друзья, подходим к еще одному кусту гурман ранний. Ничего обычного здесь нету, но смотрите, что робится под головой куста. Это бугорки от крота. И задам вопрос Петру Антоновичу. Помогают, влияют плохие, хорошие кроты? Как вы думаете, на вашем участке, ваше мнение? Они приносят пользу или ущерб, или куст портится, куст сохнет, куст там, не знаю, лучше себя ведет? Нет, кусту они никак не вредят точно. Английский газончик я тут не пытаюсь разводить, поэтому мне как-то меньше это волнует. Единственное, если поливать там ведром или как-то лить в приямочек. Вот. Ну, сначала надо пролить, заткнуть дырки, а потом уже заливать как положено. Ну, вот одна проблемка. Вторая проблемка, вернее, эта проблема исчезнет на следующий год. Я положу капельную ленту, и приямков больше не будет. Все. Вот и вся проблема. И если у вас есть кроты на участке, значит, у вас нету медведок и нету хруща. Хрущ есть, у меня задернение, в траве хруща много, но здесь все-таки они его отлавливают. отлавливают, Да, да. очень сильно. Вот, поэтому сначала я расстраивался, теперь спокойно вот дружим, да и все. Или так, сосуществуем. Вот посадил несколько кустиков технических для своего вина, потому что посмотрел, что 20 литров вина явно мало. 200 тоже мало. Знаю, так вот стремлюсь теперь к 200. Это хорошо. И вот посадил каких-то. Что у вас там несколько. растет? Первый, это второй годик Макузани, Вот там воронежский. сигналочка одна, Да, там видите, сигналочка. зацепилась. Здесь второй годик Леон Мио. И третий год Виллиант. Ну Блин, вот. друзья, уже на третий год. Хорошая нагрузочка. То же самое, лоза зреет и очень-очень быстро и активно, очень. 3 дня назад ее не было зрелой, вот на таком уровне. Что очень хорошо садит технари, что у нее и сахарнакопление хорошее, и всегда, практически всегда, наверное, на всех сортах идет отличное вызревание лозы. Ну и мне нравится, что все-таки они мало, как он,
мало труда. Малозатратная, да. Да. Нервы на них не Посадил не и сгорят. забылся. Подвязал, часть немножко пропасынковал и все. Целый ряд у вас уже посажено здесь, практически Ну, там, да. уже 7 кустиков. 7 кустиков. Ну, для начала, если у супруги отвоюете земли, еще посадите. Отвоюем, она сама отдаст. Уже отдаст. И, друзья, подошли к еще одной тепличке. Большая очень теплица. Она сделана из дерева и накрыта пленкой. Антонович нам расскажет дальше о ней. Ну, в чате меня спрашивали показать. Как-то в чат неохота выбрасывать. Может быть, здесь кто хочет, пусть увидит. 24/8. Конек с одной стороны здесь уклон немножко. Значит, с одной стороны 3,5, со второй 3,8 в коньке. Дальше проветривание сейчас у меня торцевое, открыты по 3 фрамуги большие. Верхняя всегда в первую очередь открывается. Но все равно вот с такой жарой в теплице очень жарко. Винограду трудновато. Вижу, что у вас нету боковой проветриваемости. Это не успели или это вы считаете, что не нужно? Я, скажем так, больше поленился, а теперь вижу, что даже, наверное, и не помогло бы. Проветривание нужно делать коньковое. В коньке. Да. То есть любой вход воздуха как угодно, но выход в конек. Саму систему я посмотрел у такого фермера Дзыгун. Канал в гостях у Дзыгуна. Все очень просто до безобразия. Не знал такого, не первый раз слышу, но очень для легко и информации понятно. надо Да, будет посмотреть. Ну, Так спасибо за понятно информацию. рассказывает, что просто Ну, давайте зайдем в вашу красавицу теплицу. так. Взрослые кусты это 3-й год, все остальное второгодки и первогодочки. Боковые крайние в одну плоскость, средние в 2 плоскости. 4 ряда. Так, откуда начнем? Выбирай. С правой стороны. Выбирай. Так, что за красавица? Кишмиш цимус. И, ух ты, какой цимус! На Вот 3-й это год. да! Он Красавец! 100% готов. У меня тоже готов, я уже ролик делал. Вкусняшка, вкусняшка. Что у нас дальше красивое? Это кишмиш столетия. Вот столетие. Смешно, но некоторые грозди готовность неделя. И лоза тоже жирующая, как и Да, у дюжины. столетие не удержать. Ее надо То же держать самое, всё. друзья, не кормить столетие никогда. Только если можно по листу, потому что лозы Не удержать. очень Не удержать. толстые. Видите, она уже И это салатового еще ничего, цвета. в том парнике но она была, очень там толстая. было ужасно. Как же здесь Масло приятно работать. Теплица просторная, светлая, удобно, хорошо Это ходить. Атос, который попал в тепличку. Круто? Здесь Что тут кое-что скажешь? снято. Круто. Мышкам посыпал немножко. Мышка, оказывается, гурманы. Да? Да, хрумают ягодку. То, что лежало на соломе, то вот они и похрумкали. Пришлось вырезать, что-то съели, ну и Хорошая нагрузка. И Красиво. нетерпеливых тут пару нашлось покупателей. Румба. Ромба, второй кустик. Один, помните, был в открытом грунте. Не Второй получилось. теплицы. Не получилась нагрузка. Поэтому все, что есть, вот тут завязывает, она там на пасынках, все оставляю. Значит, съедим в октябре. Что у нас здесь? Это академик. Академик. Не хочет, друзья, он расти, я вижу, как на улице, так и... Двоякое у меня Так и в теплице. о нем мнение. Может быть, один шанс дам, если не будет кого на это место посадить. Если будет, значит, все, шансов больше нет. И что в уголочке здесь? Сигналка Казановы. Казанова. Вот уже окрашивается. Все. У меня Казанова чуть-чуть только начал окрашиваться. У Петра Антоновича получше. Что сильно. По лозе, как видите, друзья, тоже еще зеленковатая. Вот задор. Казанова только для теплицы в наших условиях, потому что срок поздноватый. Подошли к молодому кустику. Мальчик с пальчик. Уже готов, да? Сейчас попробуйте. Смотрите, друзья, сигналочка. Форма такая.
Длинная ягодка. Очень красивая. Реально с пальчик. И очень плотная. Плотная ягода или гроздь? Ягодка? Гроздь то Её рыхлая. можно разломать, как огурец. Да, давайте попробуем. Давайте. Вот смотрите, как она ломается. Сейчас. Она разломалась и не Возьмите раздавилась. другую разломайте. А, Ломай. Сама ломай. Смелей. Оп, И не раздавилась. не И раздавилась. сок не потек. Супер. Вот интересно. Вкусно? И тоже белая калитновочка, смотри. Да, Внутри да. ободочек беленький. А вкусняшка, реально Мгм, вкусняшка. вкусно, мальчик. И пальчик. опять же она еще не готова. Еще Вот чуть-чуть. чуть-чуть, да. Кишмиш Фелис. Хорошие гроздочки. Как он? Как он у вас? В парнике у меня вообще никаких нареканий на него. Он сказочный. Вот, на улице... Мой есть любимчик, вопросы. друзья. Велес, мой любимчик. Что Ну, по гнилям? Нет. Я обтрес после цветения. То же его самое я изрядно. делаю, да. Ну, по совету друзей, да. И тогда гроздь становится немного рыхлая и гнилей таких не создает. Нету. Ну и не забываем, свич. И работаем с вичем Это памяти учителя. памяти учителя. Тоже достойная форма. Я держу у себя в открытом грунте. Успевает набрать сахар, по крайней мере, по прошлому году. Как покажет этот год, будет видно. Вот памяти учителя. Хорошая, красивая нагрузочка. Ой, Белоснежка. Прикинь. Еще одна белоснежка в теплице. Здесь она реально красивая. Ягодка как откалибрована одна в одну. Кругленькая, симпатичная, гроздочки. Товарные гроздочки. По полкилограмма, я думаю, грамм 700. То, что для рынка, само то, друзья. И нагрузка. Ничего не нормировал. Вот. Это самое главное, что не надо с ними работать, с гвоздями. Никаких нормировок, ничего. Лоза. Покажи лозу. Лоза, смотрите. Лоза. Идет, 2 метра. 2 метра лозы, вызревшей. Дальше. Байконур. 2 куста. Байконур в теплице. Здесь, мне кажется, даже поменьше ягодка, чем в открытом явный грунте. перегруз. Перегруз. Поэтому и, друзья, уже не раз было говорено, что есть сорта или формы, которые выдают очень большие грозди. И если их не пронормировать, если лишнее удалить, может быть все так чревато, что их много, они красивые, но Кустик ягодка молоденький. и кустик молоденький, и ягодка не успеет набрать размер свой, потому что очень большой перегруз, много-много Она гроздей. все набрала. Она уже все набрала. Второй кустик. Давайте я тут еще держу. Чуть не слышал. Но гроздочки красивые, ровненькие. Тоже ничего не надо делать с гроздями. Нет. Надо? Ничего не надо делать. Вот. Вот, друзья, то, что я и говорю. Все красиво. А вот ланселот. Ланселот в теплице. 3-й год. О, молоденький кустик. По лозе не скажешь, что 3-й год. Но Лоза вот крепкая. в этом парнике он ведет себя по-другому. Вот что значит раздолье. Да. Красавец. Что во вкусе у него? У него абсолютно простой вкус. У него есть одно шикарное достоинство. Если кто-то конкретно себе, до февраля месяца он хранится. Он лежачий получается. То Да, есть лёжкость да. у него завышена. Он немножко по срокам будет поздноватый из-за того, что потом Да, будет да. долго-долго Ну, лежать. повисеть. Если заморозок проскочит, он будет висеть до конца октября. Антон Иванович, абсолютно. оставляли ли вы уже его на хранение? Нет. Он у Всё. меня довисел до 30 октября. И приезжала Таня Кушнирова и забрала ребеночку. Я специально для нее, для малышки его оставлял. Ну, это тоже хорошо. Вот, как бы так. Друзья, посмотрите, какая красота. Гибридная форма ландыш. Что во вкусе? Есть цветочные нотки. Начали появляться, сахара еще нет.
Чуть-чуть нужно подождать. Ему не чуть-чуть, ему надо подождать Еще недели подождать. 2 как минимум. Хотя лоза уже Начала, желтенькая. желтеет. Да. По болезням не видел ничего. У меня тоже он устойчивый, кстати. по Кроме болезни. сумасшедшего роста я ничего не вижу. Ну, с одной стороны, согласитесь, когда есть Это рост, хорошо. Это хорошо. да, тогда есть что-то загрузить куст. Да, Даже в не сравнении, волнуешься. в сравнении с академиком. Ну, нету академика роста, и, соответственно, его не загрузишь. Вот этот малыш, это посадка этого года. Дамасская красавица. Уже будет две красавицы. Да, это вторая моя красавица. Одна полезная, Полецкая и это Дамасская. дамасская. Хорошо, звучит тоже. А это черный кристалл. Это Калугинский. Да, выбила почки в заморозок, не смог защитить. Крупные гроздочки, ягодки Да, тоже и крупные. ягодка симпатичная, но она не готова абсолютно. Должна Чуть дождаться. позднее. Вот беда моя, Валек. Вроде бы радость, а вроде бы и беда. А что беда? Валек. Треск. Друзья, Треск, ребята. уже есть, да? Вот. Ничего не могу поделать. Ничего не могу поделать. еще вот И заметил. мышь. Заметил, что он выдает гроздочки из нижних почек. И получается... Это хорошо, можно на сучки оставлять. На сучки, да. Но вот гроздь от грозди, смотрите, как близко. Да. И проветриваемости 0. Вот. Загруженность сумасшедшая. И мне не удалось, И от этого... то есть не дало с прошлогодней лозы, и получилось, они все легли. Все и идут это от головы очень плохо. куста. От Даже низа. стричь грозди лежа, извините, это так неудобно. Дальше, друзья, кустик. Форма под названием перцовый. Калугина, селекционер. Тоже на 3-й годик кустику. Вот такая нагрузка. Отличная нагрузка. Что во вкусе? Во вкусе просто гармония. Никаких мускатов здесь нет. Сейчас мы его попробуем. Ягода с хрустом, без, мягкая. Ну, твердая. пробуйте, я не могу вам сказать. Вот как-то... Не помню, я тут хожу, все дергаю, они мне уже все скоро будут. То хрустит, то не хрустит. Вот такая ягодка. Друзья, хруст есть. В камеру неприлично, конечно, кушать и хрустеть. Ну, плотненькая ягодка. Плотная ягода. Косточка чуть-чуть еще зеленковатая, но сочная, вкусная, мякоть плотная. Техническая зрелость уже есть. Гармония, да, техническая зрелость есть. Кушать можно вполне. Вполне съедобная ягода. Это спонсор. Ну, наверное, Павловского, потому что бардака белый, я думал, он будет белый. Друзья, дальше куст, спонсор, селекционер Павловский. Второй год. 2-й год кустику. Люблю я тоже нагружать кустики на 2-й год. Я, Так же, как и вы, я да. не из-за любви. Если бы я срезал хоть бы 2 грозди, они бы пошли в жир. Да, смотрите, 2-й год, висит гроздочка, и смотрите, какая лоза. Лоза, вот с моим пальцем сравнить, одинаковая. То есть, если оставить, нет, ничего не оставить, срезать, то будет жирование стопроцентное, и еще хуже будет для развития куста. Вот пример Казанова без нагрузки. Оставляю все, что можно. Все, что можно, оставляю. Последний кустик в этом году. Казанова. И тоже мы показываем то, что жирующий куст. Пасынки все оставляются, чтобы как-то остановить жирование куста. Вот про это только что мы и сказали, что если была бы гроздочка, ей бы нагрузили бы, и куст бы так не жировал. Вот. Друзья, следующий кустик — это карнавал. Я думаю, вы его узнали, потому что по форме грозди и по форме ягоды он как ежик, колючий ежик. Ягодки длинные, острые. Вот такая нагрузка у Антоновича. 2 куста, да, у вас? 2. 2 куста сейчас покажу. И потом пару слов спросим, что он скажет про эту форму. Вот, друзья, нагрузка шикарная, хорошая. Хорошо или плохо? Сейчас узнаем.
В прошлом году у меня сигналочка треснула слегка, не сильно, слегка. Но мы накрыли парник только к концу августа. То есть он был практически в открытом грунте. Вот. Но, тем не менее, пока наблюдаю, надеюсь. Форма очень красивая, и я думаю, что люди будут довольны ей. Петр Антонович, такой вот вопрос. Прошлись по вашему винограднику. Красота, конечно, нагрузочка, все красиво. Скажите, секрет не секрет, как вы кормите свой виноград? Под корень, по листу, чем, как часто или не часто? На ваших землях как реагирует виноград на подкормки? Под корень я кормлю 3 раза всего за сезон. 2 зеленым Грогрин и 1 красным Грогрин. Какой Почему? дозой, помните? Примерно 15 грамм на куст. В прошлом году было значительно больше. Результат в этом году не хуже, наверное, даже лучше. Вот. Но у меня, кроме этого, есть подкормки по листу. Это Грогрин гель. Значит, до 1 августа это вегетатив зеленый с любой обработкой, между обработками, то есть с интервалом 10 дней примерно. Я делаю, и даже если нет обработки, я все равно кормлю по листу. И еженедельно сейчас кормлю красным Грогрин гелем. Ну, он очень удобный. Красный гель это для вызревания лозы? Да, это с повышенным содержанием калия. Там, если не ошибаюсь, 59% там, или чего-то, или миллиграмм, или процент. Ну, в общем, очень серьезная такая циферка. Хорошее удобрение работает? Да, реально. Ну, я думаю, кто-то увидел, лоза зреет. Да, Вот. друзья, заметили, лоза зреет отлично. То, что ягода слаще 100%, То есть еще дает сахар, да, да, сахарнакопление. помогает набирать сахар. Вот. Ну, в прошлом году я начал активно реализовывать ягоду 20 числа, в этом году позже. Ну, парник. Вот 27-го открытый грунт явно еще на неделю позже. Ну, такой сезон. Такой Да, сезон. такой сезон. Будем надеяться, Не следующий нужно. сезон будет намного интереснее. Да, совершенно не нужно отчаиваться. Это Да. первые 2 года я мог повеситься, если что-то не получилось. Все мы Сейчас через буду это спокойнее. прошли, все. Да. Большое спасибо, Петр Антонович, что пригласили нас пригласили, что мы приехали к вам в гости за несколько сотен километров. Очень приятно было приехать, посетить ваш ухоженный, достойный. И я хочу сказать, что для 6-летнего возраста виноградника это очень хорошие и большие показатели. Есть виноградники с большим стажем, но намного хуже результат. Поэтому еще раз спасибо большое, успехов вам, здоровья во всем, выращивайте новые формы, по возможности будем приезжать, снимать, показывать, как развивается, как растут, как и проходят испытания на нашей белорусской земле в наших климатических условиях. Все. Спасибо и вам. Всего хорошего.